Готовлю простые лепешки улитки на кефире на сковороде с сыром и зеленью. Готовятся быстро, без дрожжей и отлично подходят для завтрака, перекуса, к супу или вместо хлеба. Самые вкусные горячие, когда сыр аппетитно тянется. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку и соду. Соду гасить не надо, она погасится кефиром. Добавляю в муку соль и сахар. Перемешиваю. Вливаю кефир. Добавляю сметану. Также вливаю растительное масло и начинаю замешивать тесто. Сейчас получается тесто немного липковатое. Я его домешу на столе. Буквально пару минут. Вот такое в итоге тесто получилось. Оно очень нежное и мягкое. И такое буквально на грани липкости. Тесто я закрываю пищевой пленкой и оставлю его отдохнуть минут на 10. Для начинки мне понадобится натертый сыр и мелко порезанный зеленый лук. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю отдохнувшее тесто. Также подпыляю мукой. Раскатываю его в прямоугольный пласт. Толщина пласта у меня примерно 4-5 мм. Выкладываю сверху сыр, не доходя немного до края. Сверху сыр присыпаю зеленым луком. Край теста я слегка смачиваю водой. И теперь все скручиваю в плотный рулет. Смоченный в воде край теста хорошо прилипает. Разрезаю рулет на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю сюда лепешечку и ее прижимаю. Лепешку абсолютно не обязательно раскатывать скалкой, просто хорошо все поджимаем. Толщина моих лепешек получается примерно 4 мм. Эти лепешки можно жарить с очень маленьким количеством масла. Маслом я фактически только смазываю дно сковородки. Выкладываю лепешки на среднем огне. Под закрытой крышкой я буду их готовить примерно 1,5-2 минуты. Посмотрите, какие лепешки стали пышные. И здесь плавится сыр, поджаривается лучок, пахнет просто божественно. Сверху лепешки смазываю растительным маслом. И переворачиваю их на вторую сторону. Если лепешечка плохо зарумянилась, потом ее можно будет еще раз перевернуть. Сейчас уже лепешки крышкой я не накрываю, а просто их обжариваю. В общей сложности лепешки готовятся у меня примерно 5-7 минут. И я их несколько раз поворачиваю туда-сюда. Как видите, они у меня уже обжарились. И я их снимаю на тарелку. Самые вкусные горячие, когда сыр аппетитно тянется. Они покоряют с первого кусочка.